Безопасность – забота номер один, когда мы говорим о нахождении вашей собаки на улице, во дворе или в другом месте. Чтобы обеспечить безопасность для своей собаки, устраните любые возможности для собаки убежать со двора. Два самых худших праздника в году – Новый год и 4 июля, потому что люди запускают фейерверки, сигналят проезжающие автомобили. Это пугает собак. И дело не только в звуках, но и в запахах. Когда собака пугается, она может перескочить через высокий забор, подкопать забор и пролезть под ним, ломать замки. Известно, что собаки даже перегрызали сетку забора. Поэтому вы должны сделать свой двор безопасным для собаки, чтобы у нее не было возможности убежать. Говоря о безопасности, в первую очередь мы думаем об ограде. В этом дворе живая изгородь высотой 2 метра. За ней сетчатый забор. С точки зрения безопасности это подойдет почти для всех собак, кроме тех, кто любит копать. Для подобных заборов из живых изгородей и сетки снаружи, чтобы собака не делала подкоп под ней, многие люди делают цементное основание. Они роют канавку по всей длине изгороди и заливают туда цемент. И когда собака начинает копать, она не сможет выбраться. Если у вас нет финансовых возможностей, вы можете принять другие предупредительные меры. Это колышки. Особенно хорошо они подходят для садов, потому что они незаметны для людей. Вы просто вбиваете колышки в землю и оставляете сантиметров 10 на поверхности. Расположите их так, чтобы собаке было неудобно ходить между ними. Это помешает собаке подходить к изгороди и делать подкоп. Между ними они тоже не могут подкопаться. Следующее, что можно сделать, и это не так дорого, как заливка цемента, использовать плетняк или шпалы по периметру. Вы можете положить их к стене. Если это не остановит заядлых копателей, можно выкопать траншею и заложить плетняк или шпалы туда. Вот маленький трюк. Некоторые собаки не любят копать там, где их собственные экскременты. Возьмите экскременты вашей собаки и закопайте там, где она копалась. Вы можете подумать, у нас забор высотой 1,80 м, цементное основание под стеной. Как может моя собака сбежать? Но есть такие мастера-верхолазы, которые могут вскарабкаться по стене и выбраться наружу. Это или Джек Рассел терьеры, бассенджи или большие немецкие овчарки. Все они, если лазают по стенам, то через такую смогут перелезть. Чтобы такая собака не перелезла через стену высотой в 1,80 м, вы можете взять деревянную решетку и с помощью мастера-плотника, любого человека, который умеет работать с деревом, прикрепить такую решетку на стену. Это недорого. Вот так. Вы заметили, что она накренена внутрь, потому что иначе небольшие собаки могут карабкаться и по решетке. Поэтому нужно взять брусок 2 на 4, распилить по диагонали, прикрепить сверху на стене прямым углом во двор, а потом решетку прикрепить на скос бруска. И тогда, если собака и сможет подняться по стене, на решетку она не залезет. Так что если вы будете что-то сооружать поверх стены, делайте это под наклоном и по всему периметру. Безопасность собаки во дворе должна быть на первом месте для вас. Убедитесь, что там нет того, от чего собака может заболеть. Вот, например, такие цветущие растения, или это пальма. Кажется, она называется саговая пальма, опасны для многих собак. Посетите сайт Организации защиты животных. Там есть список растений и цветов, которые могут оказаться ядовитыми для вашей собаки. Убедитесь, что собака не может их съесть. Предупреждение и контроль всегда инструмент номер один для безопасности. Когда мы говорим о других вещах, важных для безопасности, нужно упомянуть головки распрыскивателя. Если их можно жевать, ваш щенок будет их жевать. Особенно если ему скучно и нечем заняться. Убедитесь, что у собаки не будет возможности добраться до головки распрыскивателя, а также до шлангов, до оборудования бассейнов, что поднимает еще один вопрос. Если у вас во дворе есть бассейн, вы должны научить собаку, как вылезать из бассейна безопасно.
если она случайно упадет в бассейн. А до этого времени отгородите бассейн. Есть разные барьеры не только для собак, но и для детей. Их можно использовать, чтобы собака не упала в бассейн. Смотрите на это с точки зрения здравого смысла. Вы же не оставляете ребенка во дворе со словами «Послушай, дорогой, не безобразничай здесь». И тут же вы видите, как выдернуты с корнем растения. Растения будут у ребенка и во рту. Так же, как вы оберегаете детей, используя методы предупреждения и контроля во дворе, защитите и вашу собаку. Давайте поговорим о безопасном использовании ошейников и поводков на каждый день. Вот это называется ошейник Мартингейл, ошейник с двойной петлей. Когда вы надеваете его на собаку, то можете просунуть пальцы через него. Ошейник на собаке должен быть по причине безопасности. Если собака убежит со двора, он может помочь при розыске. Однако, если у вас несколько собак, и они любят играть друг с другом, хватать друг друга, и, к сожалению, иногда их зубы застревают в ошейнике другой собаки. Поэтому, если у вас есть собаки, которые любят играть друг с другом во дворе, хватать друг друга, вы должны или, первое, снимать ошейник с собак, или, второе, использовать ошейник со специальным замком, который, если на него оказано давление, автоматически расстегивается. Еще один тип ошейника — защелкивающийся. Один щелчок, и вы его застегнули. Но подходит только для маленьких собачек. По той простой причине, что эти пластиковые застежки могут ломаться. Это Лили. Она демонстрирует шлейку. Поводок прикрепляется к кольцу на спине. Вот здесь. Это снимает давление с горла собаки. Но что делать с собакой, которая любит тянуть поводок? Есть несколько вариантов. Вот один — эта шлейка называется Easy Walk. Когда вы надеваете ее на собаку, поводок прикрепляется к ее груди. И во время прогулки поводок тянется сбоку. Поэтому для собак, пока они не приучатся к команде рядом или к ноге, или не научатся ходить около вас, я рекомендую такую шлейку. Это наилучший выбор. У них есть разные модели. Sensation, Soft Touch. Это называется Easy Walk. Но самое главное, поводок крепится на груди. И когда собака рвется вперед, он тянет ее в бок. Можно также использовать носовую шлейку. Она крепится на нос, а потом идет под подбородком собаки, и когда собака рвется вперед, он осторожно тянет ее в бок. Есть тоже разные бренды. Halty, Gentle Leader. Они хороши для управления собаками, которые любят тащить вас за собой по улице. Но они лишь средство контроля. Не нужно держать их на собаке до конца их жизни. Это второй ошейник для сдерживания собак, тянущих поводок, который я рекомендую. Если говорить о поводках, я хочу показать вот этот поводок. Он называется банджи. Его я рекомендую в первую очередь. Когда вы его прикрепляете к собаке, у него большая растяжимость. Если ваша собака увидит белку и рванет за ней, потому что еще не выучена, благодаря большой растяжимости поводка собака не повиснет на конце и не удушится. Этот поводок также хорош, когда вы учите собаку не тянуть поводок при ходьбе, потому что собака чувствует натяжение поводка. Это становится сигналом притормозить, и они перестают тянуть. Для ежедневного использования, если вы хотите предупредить неприятные ситуации в доме или во дворе, если вы привязываете собаку, пока работаете в саду, вы можете использовать вот такой поводок, который собака не сможет сживать. Они жесткие и не обматываются вокруг шеи собаки или лап. Лили, иди сюда. Как вы заметили, этот поводок пристегнут у Лили на спине. И дайте собаке чем-нибудь заняться. Пусть она погрызет игрушки, наполненные лакомствами, чтобы сидеть на привязи было не скучно. Хороший способ обеспечить безопасность собаки — поместить ее в вольер. Но здесь есть пара правил. Не надо помещать ее туда, если она к этому не приучена. Если у вас есть такой же вольер, который сделан вдоль стены дома, вы видите, что здесь есть тень, с двух сторон он открыт, и поэтому здесь приятный ветерок. Но вы же не собираетесь просто запихнуть сюда свою собаку и все. Ее нужно здесь кормить, с ней здесь нужно заниматься, выходить сюда, иногда почитать газету, чтобы собака почувствовала, что в этом месте ей интересно. Первое, что нужно делать, если вы держите собаку в вольере около дома, проверить фактор безопасности. Особенно, если у вас молодая собака до 1 года или собака из приюта, которой было скучно всю жизнь.
и они снимают свой стресс путем жевания всего, что можно жевать. Вы видите, что здесь много вещей, от которых собака может заболеть. Камни, угли, мусор. Собака будет жевать все, что жуется. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность собаки, которую вы здесь держите, нужно от всего избавиться. Как только вы избавились от всего, что может повредить собаке, убедитесь, что у собаки достаточно воды. Если вы оставляете собаку одну на продолжительное время, я рекомендую оставлять 2 источника воды. Убедитесь, что хотя бы один источник нельзя было бы опрокинуть, чтобы у миски не было бортика, на который собака может наступить и перевернуть миску, особенно в жаркий день. Тогда у нее не будет воды. Тогда можно привести собаку. Идем. И привязать ее здесь. Это лучшее место на земле. Вы можете учить их здесь. Привет, сидеть, молодец, ищи. Принесите игрушки, чтобы собака была чем-то занята. Другими словами, никогда не оставляйте собаку в вольере, если ей это не нравится. Еще один вольер, который вы можете установить у себя во дворе, это модульные блоки из сетки. Они бывают в длину 1,20 м, 1,50 м, 1,80 м, и в ширину 1,20 м, 1,50 м, 1,80 м. Их очень легко собрать. Вам нужно провести какое-то время с собакой внутри вольера, кормить ее там, обучать ее там, чтобы собака могла одна находиться в вольере, когда вас нет. Убедитесь, что в этой зоне есть тень, 2 источника воды. Вы видите, что Кейси совсем не против вольера.